Привет, дорогие друзья, с вами Лада, и в этом видео будем оплетать вот такую бутылочку интересным способом, так что оставайтесь со мной. Не забывайте заглядывать в описание, там я оставляю много нужной полезной информации, разные ссылки на интересные мастер-классы, а также благодарю вас за то, что делитесь видео с друзьями в соцсетях, так вы помогаете каналу развиваться. Итак, бутылочка или баночка у меня маленькая, я еле-еле оттерла наклейки, на донышке не удалось совсем это сделать, но это не страшно, этого видно не будет в конечном итоге. Для начала намечаю, сколько примерно стоек необходимо заложить в плетение. Да, я делаю это именно таким способом, как на видео. Приложила, посмотрела, по 2 стойки для каждой стороны и 1 стойка на угол мне вполне достаточно. И начинаю плести дно, оно будет квадратным, но основа будет круг. В основании заложила 4 трубочки, выложила их 2 на 2. 2 ряда оплетаю по 2 трубочки и затем между 2 стоек добавляю по 1. Проплетаю так еще 1 ряд и на этом ряду разъединяю двойные стойки по 1. А там, где мы вставляли дополнительную трубочку, я делаю виток верхней рабочей трубочкой. Там у нас будущие углы. Плету еще 1 ряд с витками, получается уже квадрат того же размера, что и дно бутылки. Теперь ставлю бутылку вверх дном, прикладываю плетеное дно и плету следующий ряд, наклоняя стойки вниз. И чтобы конструкция не шаталась, я закрепляю все малярным скотчем. На углах также делаю виток. Теперь плету следующий ряд веревочкой в 2 трубочки, уже без витков на угловых стойках, также наклоняя плетение вниз и охватывая прочно форму. Поворачиваю бутылку дном вниз и оплетаю уже в нормальном ракурсе. На углах я уже не делаю витки, у меня есть другая задумка. И так продолжаю оплетание почти до конца. Вот такие небольшие работы – прекрасный способ пустить в дело остатки трубочек. Согласны? А куда вы используете остатки трубочек? Пишите в комментариях под видео ваши идеи и способы.
Я продолжаю плетение, тут даже углы держать не надо. По такой маленькой форме они отлично получаются. Наращиваю здесь стойки. А вот теперь подошли к самому интересному. У нас идет заужение горлышка, причем довольно резкое. Что делаю я в этом случае? Плету на углах витки, далее продолжаю веревочкой в 2 трубочки и резко сужаю. За счет витков просветы в плетении минимальны. Витки плету только в первом ряду. Далее обычная веревочка на сужение. Дохожу до конца, прячу рабочие трубочки. Делаю загибку. Так как трубочки простояли ночь и высохли, я их смочила горячей водой и в пакет на 30 минут. Убрала пакет, и теперь можно делать спокойно загибку, трубочки прекрасно увлажнены и отличные в работе. Решила сделать загибку простую, стойки друг за дружку и потом концы внутрь через одну стойку прячу. На канале есть подробное видео с подобной загибкой, ссылка в описании и в подсказках. А теперь плету крышку. Начинаю с пиптика или ручки. Тут я решила показать весь процесс помедленнее. Крышку начинаю с той же схемы, что и плела дно для бутылочки. Беру 4 трубочки, выкладываю их 2 на 2, оплетаю 2 ряда. А вот теперь прикладываю пиптик, расправляю у него стойки и ставлю их, как на видео, как бы по диагонали. И теперь оплетаю дно вместе с трубочками от пиптика.
Таким образом, получается, он как бы вплетается в дно. И даже ничего приклеивать не надо. Всего так проплетаю 6 рядов, загибку делаю как на бутылочке. Внутренний бортик сделала просто. Сплела еще один кружок размером чуть меньше, чем отверстие в бутылке. Я давно в одном видео показывала такой способ бортика, ссылка в описании и в подсказках. Теперь просто приклеиваю его на клей-момент кристалл на внутреннюю часть крышки. Обычно такой вид бортика я делаю на маленьких шкатулках, здесь как раз такой случай. Ну вот и все, немного декора, лакировки и такая уютная вещица получилась. Напишите в комментариях, для чего ее можно использовать на ваш взгляд. Легкого плетения вам вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!